Сёма, тебе влетит. Уходи. Добрый день, друзья! Поговорим сегодня о куркуме. Сейчас о ней очень много разговоров, и только ленивый не показал, как же обработать наши орхидеи такой чудесной пряностью, как куркума. Куркума – это приправа желтого цвета, это молотый корень растения куркума. Куркума является очень хорошим антисептиком, обладает антибактериальными свойствами, противогрибковыми свойствами и мощный антиоксидант. Но это не для растений, это для нас с вами. В куркуме содержится очень много макро- и микроэлементов, витаминов группы В, витамин С. Так что для наших растений это очень полезный продукт. Но нужно правильно его применять, но самое главное, куркума должна быть свежая. То есть не пролежав 10 лет где-то там у вас, вы никогда в жизни не пользовались, но когда-то купили пакетик, о нем забыли, вот он пролежал 10 лет, и вы решили его использовать для растений, а эффекта никакого. Я куркуму в пакетиках очень часто использую в приготовлении каких-то определенных блюд. Я очень люблю добавлять куркуму, ну, например, в плов. А вот эта куркума мне привезена из тех мест, где она действительно произрастает. Поэтому я решила провести такой эксперимент. Ну, о куркуме, о ее полезных свойствах можете открыть интернет, и там будет масса статей. Я тоже, конечно, открыла, почитала и поняла, что первые 10 статей списаны друг у друга как под копирку. Но вспомнила, что когда-то очень давно, когда я начинала заниматься орхидеями, были прекрасные орхидейные форумы. Форумы не только об орхидеях, а о многих растениях. У меня были и фиалки, у меня были гибискусы. У меня прекрасно дома росла бугенвилия. То есть цветов в доме всегда было очень много. И вот тогда я именно читала форумы. К сожалению, эти форумы сейчас исчезают, и найти их невозможно. Но тогда не было принтера, и распечатать именно те самые интересные статьи, которые я читала, не получилось. Это было действительно очень давно, это была эпоха до Ютуба, и тогда все читали и все писали. Мне попалась тогда очень интересная статья, я не помню сейчас имени этого биолога, я попала на форум биологов. Они делились между собой какими-то интересными наработками и рассказывали как раз про куркуму. И вот я это запомнила, но применить у меня возможности не было. Тогда кто-то из них сказал, что куркума даже борется с вредителями. Например, с клещом. Ну, может быть, сейчас клещ стал посерьезней, более активный и какой-то завезен с других континентов к нам в Россию. Ну, или у него резистентность повышенная. Ну, в общем-то, против клеща я куркуму не применяла. Но было много рассказано, что куркума борется с грибковыми заболеваниями и борется успешно. Но не сама куркума, как порошок, а раствор куркумы. То есть на литр берется столовая ложка, заливается горячей водой, настаивается в течение получаса, потом нужно ее процедить, чтобы не осталось вот этой взвеси, и опрыскивать растения. Помогает, но вы же знаете, что биопрепараты всегда действуют медленнее, чем какие-то фунгициды с химическим составом.
Поэтому надо запастись терпением. Ну вот я запаслась терпением и попробовала на 4 орхидеях. Есть еще 5-я, но я ее недавно вам показывала. Это орхидея Абба. Ну, там эксперимент, это, я не считаю это экспериментом, поэтому я ее не буду еще раз показывать. Но я взяла 4 орхидеи. Одна из них совершенно здоровая орхидея и была в вегетативном состоянии, то есть у нее вот длинные есть корни растущие. Другая, следующая орхидея, она растит листики, даже корни сверху видны. Но она выращивает себя заново. Это орхидея Винный Вельвет. Очень красивая орхидея. И, конечно, не хочется ее потерять, но она очень капризна. 2 листа есть старых, и посмотрите, она растит 3-й молодой листик, то есть растить мне ее долго. И хотелось бы, конечно, чтобы корни она активно выпускала. 3-я орхидея – это розовый биглип, не так давно приобретенный. Шея у него была с черными пятнами, поэтому обработка была сначала Максимом. Но Максим, не могу сказать, что он как-то себя проявил, но, по крайней мере, чернота на шее распространяться перестала. После обработки Максима прошло порядка 2 месяцев. Прошло достаточное количество времени, и я обработала куркумой. Сейчас буду выставлять сюда и показывать конкретно, что происходит и что не происходит. Ну и 4-я орхидея, о ней вы знаете, это желтый биглип, который я купила, потому что у него вообще не было корней. Он нежный, красивый, такой желто-лимонного цвета, но у него есть еще одна беда, у него сильно порван лист. Но корни он нарастил, и даже в горшке вам могу показать растущие корни. Но получить от него детку или еще одни корни пока не удается. Так вот, мой эксперимент начался приблизительно 2 месяца назад. И давайте рассматривать каждую орхидею. Я не засыпала орхидеи сухим порошком. Я взяла чайную ложку куркумы. Почти горячей водой развела ее до состояния густой сметаны. И немного намазала сухой стволик орхидеи. И так как эта орхидея в растущем состоянии, в вегетативном состоянии, она очень быстро и очень активно начала растить корни от шеи. Прямо заметен результат налицо. Очень заметно. Орхидея называется Скорпино. Большая крупноцветковая орхидея. 2-я орхидея, Винный Вельвет, о которой я говорила, она очень долго думала, почти 2 месяца. И вот сейчас у нее появилось 2 новых молодых корня. А вот этих 2 орхидей никаких сдвигов нет. Эта орхидея в активном росте, потому что растит 3-й лист, но корней как не было от шеи, так и нет. Может быть, ей нужно больше времени. Может быть, какие-то другие причины, почему она не начинает растить корни от шеи. Но, кстати, она и в горшке не растит корни. Зато растит зеленую массу, и это тоже радует. У этой орхидеи, у последней, вообще ничего. То есть корни у нее как были в горшке, так и есть. Ни корней от шеи, ни хотя бы детки, потому что очень похоже, что точка роста у нее может быть и потеряна. Потому что эта трещина уходит очень глубоко в точку роста. Пока
никаких результатов нет. Я не опрыскивала орхидеи раствором куркумы и не поливала корни. Вполне возможно, что это я тоже попробую, но результат 50/50. И когда говорят, что сегодня намазали куркумой, завтра корни растут щеткой, ничего подобного. Да, эффект есть, и эффект прекрасный, но не на всех орхидеях и, видимо, не всегда. Но препарат великолепный, пользоваться им можно. Но только очень большая просьба. Услышали информацию? Никогда не надо бежать и все орхидеи опрыскивать куркумой. Всегда нужно пользоваться только, когда это действительно нужно растению. А если растение находится в прекрасном состоянии, в отличном тургоре, рост листьев, рост корней, орхидее не нужна куркума. Видимо, она справляется какими-то другими способами. Может быть, вы поливаете орхидею с удобрением, и этого ей достаточно. Потому что знаю подписчиков, как только что-то новое или полезное услышали, сразу бегом, скорее, быстрее применять на всех абсолютно орхидеях. Нет, не нужно этого делать. Но попробовать вы всегда можете. Если вдруг не поможет, как в моем случае, то и не повредит. А самая главная наша заповедь – не навредить нашим любимым орхидеям. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.